В безбрежных просторах африканской саванны, где небо кажется бесконечным, а солнце, словно всепоглощающее светило, создается удивительный мир, наполненный жизнью и борьбой за выживание. Там, где травянистые равнины тянутся на сотни километров, а ветры приносят запахи дикой природы, раскинулся природный заповедник – Национальный парк Серенгети. Этот огромный оазис, охраняемый и служащий домом для сотен видов животных – настоящее царство природы. В этом месте живут и исчезают целые экосистемы, сотни видов птиц, рептилий, млекопитающих, каждый со своей историей, каждый со своей судьбой. Там царствуют законы природы, и каждое существо, от мельчайших насекомых до могучих слонов, часть этого удивительного механизма, поддерживающего баланс мира. В центре этого безмолвного спектакля человек по имени Кофи, рейнджер, посвятивший свою жизнь защите этого хрупкого, но невероятно важного мира. Уже 15 лет он бродит по просторам парка, борется с браконьерами, защищая слабых и раненых, и каждый день становится для него новым уроком. Уроком терпения, сострадания и ответственности. За эти годы он стал не просто хранителем природы, а ее живым символом, защитником и другом всех обитателей этого удивительного мира. Его сердце навсегда осталось привязанным к этим землям, и он знает, что его работа не просто профессия, а призвание, которое требует силы духа, мужества и безграничной любви к природе. Этот солнечный день начался как обычно, с раннего утра, когда первые лучи солнца, подобно золотым стрелам, пробивались через ветви деревьев и окрашивали небо в яркие оттенки оранжевого и розового. Кофи вышел на патруль, его привычное место, где он мог наблюдать за движением животных, следить за порядком и защищать их от угрозы. Он знал каждую тропу, каждое место, где приходили пить воду слоны, где прятались зебры и антилопы, и каждое из этих мест таило свою историю. Сегодня, как и в другие дни, он шел по своим маршрутам, внимательно осматривая следы, слушая шорохи и прислушиваясь к каждому звуку. Но даже в такие обычные дни судьба иногда преподносит неожиданности, и сегодня не исключение. Вдали, на краю парка, около деревни Мбили, которая расположена на границе заповедника, он заметил что-то необычное. В кустах в нескольких метрах от тропы Мье он вдруг увидел нечто, что сразу привлекло его внимание. Вначале это казалось просто мертвым телом, что-то огромное, покрытое пылью, ветками и грязью, с кровавыми пятнами. Однако что-то в положении этого тела, в том, как оно лежало, и в движениях, которые произошло внезапно, заставило его остановиться и присмотреться внимательнее. Его сердце забилось быстрее. Он чувствовал, что перед ним не просто мертвое тело, а живое существо, умирающее на его глазах. Его внутренний голос говорил ему оставить все и поскорее помочь, потому что это необычное зрелище. Он приблизился чуть ближе и начал наблюдать. В этот момент, словно почувствовав присутствие человека, лев, который, казалось бы, уже должен был умереть, медленно и болезненно пошевелился. Его бледные желтые глаза, полные страдания и боли, встретились с глазами Кофи. В этот миг сердце рейнджера сжалось от ужаса. Он понял, что перед ним не просто труп, а живое существо, борющееся за свои последние силы. Его охватило ощущение, будто он стал свидетелем самой трагедии природы, самой яркой и жестокой сцены, в которой борьба за жизнь идет до последнего вздоха. Это было ужасающее зрелище. Величественный хищник, символ силы и дикости, бауш, лев, которого все уважали и боялись-то, находился в страшнейшем состоянии. Его мощное тело, некогда покрытое мускулами и грацией,
теперь было как скелет, обтянутый висевшей кожей, которая билась от слабости и болезней. Его грива, когда-то густая, пышная и величественная, свисала грязными клочьями, прилипшими к коже, которая покрывалась язвами и ранами. Взгляд льва не полон ярости или агрессии, как у сильных и гордых хищников, а полон безысходности, усталости и нестерпимой боли. Он был на грани смерти, и все его тело говорило о том, что он уже почти не борется за жизнь. Его лапы, дрожащие и слабые, пытались удержать его на ногах, но каждое движение было для него мучением, словно он сам себя на грани уничтожения. Его дыхание тяжелое, прерывистое, и казалось, что он вот-вот перестанет дышать. Вся эта картина – это не просто сцена жестокости, а напоминание о том, как легко можно потерять всю силу, здоровье, жизнь, даже для такого могучего и гордого зверя, каким был лев. В этот момент, стоя неподвижно, наблюдая за этим зрелищем, Кофи почувствовал внутри себя не только сочувствие, но и глубокую ответственность. Он знал, что он не просто наблюдатель, а человек из Шкальджиек, который может и должен помочь. Он понимал, что этот лев, Имарок, один из великих царей Саванны, заслужил шанс на спасение. В его машине всегда была запасная порция мяса в случае чрезвычайных ситуаций, и сейчас этот запас мог стать единственным шансом для Львасия. Медленно, чтобы не спугнуть умирающего зверя, Кофи достал кусок говядины, который хранил для особых случаев, и осторожно положил его на землю в нескольких метрах от Львая. Он не отводил взгляда, внимательно следя за каждым его движением. Его сердце билось учащенно. Он чувствовал, что сейчас решается судьба этого могучего и гордого животного. Его кожа была покрыта множеством паразитов, гигантских клещей, которых он видел впервые таких размеров. Эти кровососущие паразиты, кровожадные вши, присосавшиеся к телу льва, высасывали кровь, одновременно пополняя свои запасы и увеличиваясь в размерах. Некоторые из них стали настолько большими, что достигали размеров ногтя, а их тельца темно-серого цвета казались отвратительными. В местах скопления клещей кожа воспалялась, образовывались язвы, вокруг которых шел воспалительный процесс. Но самое страшное было не это. В глубине раны на боку, которая казалась ужасной, он увидел что-то еще. Внутри зияла глубокая гнойная рана, и из нее торчали личинки, белые червеобразные существа, вольфартовые мухи. Эти паразиты, одни из самых опасных в саванне, откладывали яйца в открытые раны, и личинки, вылупившись, начинали питаться живой плотью. Они извивались внутри раны, словно ужасные черви, ползали по коже, разрушая ткани и ускоряя смерть животного. Некоторые личинки достигали 1,5 сантиметров в длину, и их тела, отвратительные, мерзкие, извивались и ползали, вызывая внутреннюю боль и страдания. Взгляд на это зрелище напоминал фильм ужасов. Льва заживо пожирали паразиты, он был в состоянии, когда его жизнь буквально висела на волоске. Внутри раны можно было увидеть, как личинки ползали, кровоточащая кожа вокруг них была воспаленной и гноящейся. Это было не просто ужасно, это было бесчеловечно. Кофи, стоя рядом, понимал, что без экстренной медицинской помощи это уникальное животное обречено на мучительную смерть. В его сердце зародилась решимость. Он не мог оставить льва умирать так. Он должен был сделать все возможное, чтобы спасти его. Он быстро связался с ветеринарной службой парка, подробно описав состояние льва, его раны, паразитов и угрозу для жизни. Вскоре на место прибыл мобильный отряд ветеринарных специалистов, команда профессионалов, готовых к любой экстренной ситуации. Они быстро приступили к спасению, вооруженные всем необходимым, от инструментов для удаления паразитов и раневых препаратов до медикаментов для борьбы с инфекцией.
Пока команда работала, Кофи остался рядом, не отводя взгляда, чувствуя, как внутри него растет надежда. Он понимал, что сейчас важный момент, и каждое мгновение может стать последним шансом для этого великого зверя. В этот момент он почувствовал, что его сердце наполняется не только тревогой, но и верой в силу добрых дел и человеческой решимости. Первым делом ветеринары усыпили льва с помощью специального дротика с транквилизатором, чтобы провести осмотр и лечение максимально безопасно. И Мара, так он был назван позже, оказался в очень тяжелом состоянии. В ходе тщательного осмотра было установлено, что в его теле застряла крупнокалиберная пуля, полученная, по всей видимости, при столкновении с браконьерами, преступниками, которые убивают животных ради наживы. Эта пуля стала причиной серьезных повреждений, которая привела к воспалению и развитию инфекции. В результате ранения у льва началась сильная инфекция, которая распространялась по всему телу, паразиты размножались, разрушая ткани, кровь истощалась, а его силы истощались. В ультразвуковом исследовании было обнаружено, что пуля все еще находилась внутри, глубоко в мышечных тканях, и ее необходимо было как можно скорее извлечь, чтобы спасти жизнь Имара. Время было критичным, и врачи приступили к сложнейшей операции. Аккуратно и осторожно удалили крупную пулю, которая находилась в мышцах, и одновременно боролись с кровотечением и паразитами, которые буквально разлагали тело льва изнутри. Операция длилась 1,5 мучительных часа, наполненных страхом, тревогой и надеждой. Каждый момент был на грани, и в конце концов злосчастная пуля, крупнокалиберная и браконьерская, была извлечена. Имара был переведен в современный реабилитационный центр, окруженный заботой и вниманием специалистов. Там начался долгий и трудный путь к выздоровлению. Путь, который потребовал сил, терпения и веры. Первые дни были самыми тяжелыми. Лев практически не двигался. Его тело было настолько истощено, что он не мог даже встать. Он лежал в просторном медцентре, окруженный заботой ветеринаров, физиотерапевтов и специалистов по дикой природе. Казалось, что его судьба уже предрешена. Он был в состоянии, когда кажется, что вся надежда уходит, но сердце Кофи и всей команды не позволяли сдаваться. Постепенно, день за днем, Имара начал проявлять признаки жизни. Он стал есть мясо самостоятельно, пусть и с трудом, боролся за каждый вдох и шаг. В течение первых 2 недель его состояние значительно улучшилось. Раны заживали, паразиты исчезали, а внутренние ресурсы организма восстанавливали свою силу. Он начал показывать признаки бодрости, и его глаза засияли новой надеждой. Внутри возникла особая связь между человеком и львом. Доверие, основанное на заботе и любви. Имара узнавал запахи, голос человека, который его спас, и с радостью встречал его у ограды вольера. Этот день стал началом новой жизни для обоих. Для льва и для его спасителя. Несмотря на осторожные прогнозы ветеринаров, лев крепчал с каждым днем. Через 3 месяца его можно было уже выпускать обратно в дикую природу, в ту самую саванну, где он родился и где его ждала судьба царя. Его подготовили к возвращению, и в день выпуска он медленно вышел из клетки, взглянув на своих спасителей с благодарностью и уважением. Его взгляд не просто благодарность, а признание, что он верит и доверяет. Он словно говорил: «Спасибо вам за шанс на новую жизнь, за заботу и любовь». Этот момент стал символом того, что даже в жестоком и бесконечно суровом Иринконсуком мире природы есть место доброте и состраданию, и что одна искренняя забота может стать началом новой жизни. Прошли годы, и однажды, во время очередного патрулирования, Кофи заметил в тени акации львиный прайд. Подняв бинокль, он мгновенно узнал знакомую гриву, шрам на ухе
и характерную походку. Это был Имара, тот самый лев, которого он спас несколько лет назад. Но теперь он был уже не один. Рядом лежали 2 львицы, а в их окружении 2 львенка около 8 месяцев. Будущие вожаки и надежда этого рода. Имара, заметив взгляд человека, медленно приблизился к джипу и остановился в нескольких метрах. Его взгляд был спокойным, уважительным и полон благодарности. Он словно говорил: «Спасибо тебе, друг, за шанс на новую жизнь». Один из львят, игриво подбежав к нему, покусывал его хвост. А Имара, не торопясь, смотрел на своих детей, на свою новую семью и на человека, который стал для него спасителем. И так завершилась удивительная и трогательная история. История о том, как один человек, проявляя искреннее сострадание и решимость, смог изменить судьбу дикого животного. Эта история стала живым напоминанием о том, что даже в мире, полном трагедий и жестокости, есть место доброте, и что одна искренняя забота способна стать началом новой жизни. А где-то в бескрайних просторах саванны Имара продолжал охранять свою территорию и учить своих детенышей всему, что знает о выживании, силе и мудрости. Он передавал им отцовский опыт, а один из львят унаследовал от отца особую смелость и властный взгляд Мокое, настоящий вожак. Новое поколение росло свободным и сильным, без шрамов прошлого. И это было самой большой победой всех, кто верил в силу доброты и в возможности изменить мир к лучшему.